Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте. Таро расклад. Ваше ближайшее будущее. Таро на неделю с 16 по 22 сентября. Давайте узнаем. У карт у нас сегодня две колоды карт. Первая колода патронажа поддержки ангелов. Вторая колода оракул ангелов. И мы спросим совет. И откроем эту карту в конце нашего расклада. Конечно, будем реалистами, любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. И эта неделя, мои дорогие львы, 18 число, это затмение лунное. И открывает оно коридор затмений, который закончится солнечным затмением 2 октября. Это происходит в знаке зодиака Рыбы. Рыбы без четких границ. Это эмоции. Эмоции могут накрывать словно. И ваш знак зодиака, как и, собственно, все остальные знаки зодиака, стихии огня, могут на себя словно перенимать, заражаться вот этими эмоциями. И люди будут разные. Один может где-то себя так агрессивно вести, и вам захочется отплатить той же монетой. А люди будут не всегда правы, потому что эмоции над ними берут верх. Так и наоборот, у кого-то приступ пессимизма тоже где-то вы можете... как-то особенно прочувствовать и взять на себя. Кому интересно, у меня есть статья на моем сайте об осеннем коридоре затмений. Есть и другие статьи. Перейдите в инфобокс, найдите или статьи, или гороскопы на моем сайте. И также плейлисты, оставлю ссылки. Мы идем дальше. Что важно знать? Первая карта. Чего не избежать? Неожиданности, возможные. Чему сейчас не время или что вам может помешать? Что же вам будет помогать? Достанем карту. Что скрыто? И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Энергия денег. Личная жизнь, как видят карты. И, как я уже говорила, на оракуле достанем карту совет. Что будет важно? Вообще неплохая неделя, которая, хотя, если мы говорим про планетарный гороскоп, у вас эта неделя, тем не менее, может быть очень продуктивной. Может быть, когда кто-то мечется в эмоциях сложных, не может справиться, или какая-то многозадачность на работе. Самое время для вас, мои дорогие львы и львицы, себя проявить. Как раз вы за счет выдержки, и к вам могут люди обращаться, кто за советом. Может быть, люди вас словно так вот выделят среди общей массы именно за счет ваших качеств, за счет вашей целеустремленности, где-то вашей силы. Это люди прочувствуют. И для вас прекрасное время некоторые шаблоны как будто сбросить. Или как раз... Поскольку вы в центре внимания можете находиться, продвинуть свою карьеру, например, если мы говорим по работе. Именно какое-то ваше особенное положение в обществе, в социуме, оно может быть, если вы не поддадитесь эмоциям. И как раз у нас выпадает это рыцарь земли или рыцарь пентаклей, который едет медленно. Он уделяет внимание мелочам, деталям, как будто и мелочей-то на этой неделе нет. Потому что начинается все у нас с мелочей, которым мы не придаем значения. Но это как раз и может быть как основа финансового благополучия, какого-то роста, изобилия, процветания в будущем. Но это те первые шаги, которые вы можете сделать на этой неделе. Вот так вот в целом, что важно знать, я обрисовала. Чего не избежать? Да, эта карта подтверждает правильность моих слов, и стало быть, для большинства из вас – где-то даже планетарный гороскоп вот с этими энергиями на начало затмения может проиграться. И держим марку, мои дорогие львы и львицы, как минимум до 2 октября. То есть все равно где-то могут накрывать людей эмоции. И у нас, особенно в этой колоде, обратите внимание, возможность процветания, вот конкретно, и какое-то может быть решение. У нас показан ребенок с книгой, такой вундеркинд. И это туз пентаклей, тут действительно начало чего-то нового. Или предложение, или новость, важное письмо, важный документ.
Вы словно еще документально можете подтвердить свою значимость. Или, может быть, тот документ, который как уже завершение того процесса дел, которыми вы занимались прежде. Вы к чему-то шли, и вы можете получить важную бумагу. И это неожиданность, может быть, и возможность, повторяюсь. Все то, что касается возможности финансового благополучия, при увеличении финансов у вас со знаком плюс. Но не случайно у нас мальчик изображен с книгой, как будто придется учиться. И это где-то тоже соответствует рыцарю пентаклей. Вот такие энергии. Денежные, так это точно. Чему сейчас не время? Ну, понятно, чему не время. Это у нас рыцарь мечей, паш мечей, извините. И вообще по этой карте, в этой колоде проходит, как ни странно, искренность. Ваш какой-то выбор, возможно, который вы делаете за счет аналитики и искренности. Со знаком плюс это, конечно, проигрывается, когда мы что-то анализируем и, может быть, от чего-то отказываемся, потому что обстоятельства жизни таковы. Мы действуем с учетом обстоятельств. Но если мы говорим, чему сейчас не время, более холодным энергиям, настаивать на своем. По пажу мечей он может как раз настаивать. Или паж воздуха. Он может продвигать где-то так и агрессивно в том числе свою точку зрения. Но мы уже сказали, что не время этим эмоциям. Выводы мы делаем, анализируем постоянно, но где-то эмоции придется сдерживать. Что же вам будет помогать, любящий человек? Конкретно, может быть, есть тот человек, который вас любит, это близкий человек, которому вы будете рассказывать о разных перипетиях на вашей работе. Но это тот, который приходит на помощь, тот, который чувствует нас. Может быть, у вас и такая усталость будет навалиться, когда вы придете буквально без сил домой и будете своему близкому партнеру по браку или с кем вы проживаете, или какой-то другой любимый человек, может быть, ваша семья, мамой. Не обязательно, что у нас королева выпадает воды, но здесь может быть не женщина, а даже мужчина. Кто-то вас поддерживает, то есть группа поддержки у вас определенно есть. Есть и люди, которые даже хотят вас поддержать. Те, которые вас приободряют где-то, вас чувствуют, принимают вас такими, какой или какая вы есть. Но усталость за счет вот таких энергий она может быть. Поэтому, в принципе, будет возможность расслабиться. Что скрыто, Луна, вот как раз в тему про лунное затмение, тысячи неопределенностей. Это карта интуиции, но это карта и еще и иллюзий. Поэтому вот эта тонкая грань. А если мы говорим про рыбы, рыбы нет четких границ. И сама по себе Луна, да еще и в знаке рыб, а рыба у нас сейчас идет ретроградное движение Сатурна именно в знаке зодиака рыбы. Сатурну там несколько неуютно, потому что рыбы не имеют четких границ. А Сатурн это у нас структура, порядок и как раз наоборот. Определенность какая-то и границы должны быть четкие. Поэтому вот такой вот дискомфорт может быть. С одной стороны, вроде как по закону надо сделать. Или надо сделать все по порядку, но есть некоторая расслабленность, или есть какие-то эмоции лишние. И вот по карте Луна, что скрыто, где-то не нужно и драматизировать с одной стороны те или иные события, это старший аркан. Нужно быть внимательному, мои дорогие. Но я могу допустить, если мы отвлечемся от всех планетарных событий, мои дорогие девочки, известие, я жду ребенка. У кого-то такое может быть. И, кстати, планетарно где-то тоже. Дела, работа, бизнес. Вот все то, что я сказала по этим двум картам. Тройка Земли. И это сдача экзамена. Сдача экзамена у кого-то может быть буквально, может быть обучение, курсы какие-то вы проходили. И будете уже сдавать зачеты, переходить на новый уровень, завершать учение. Может быть, это и вы навыки какие-то приобретали, как профессии ремесленной, именно что-то делать своими руками чему-то. Изучали, и теперь вы уже специалист, приступаете к работе. Но это карта еще и сдачи жизненного экзамена, а еще это карта таланта. И где-то нам говорит,
Это карта о том, что мы, как и туз Земли, так и тройка Земли, о том, что мы что-то узнаем новое, мы в чем-то разбираемся. И нам говорят о том, что вы можете где-то чувствовать себя, ну, несколько обособленно. И мы ведь тоже с вами сказали в контексте, но не совсем по картам, а больше по планетам. Потому что у нас показан конкретный человек, который занимается трудом. Он и занимается ремеслом, творчеством. И ангел благословляет. То есть, может быть, и будет работа в команде, но роль в вашей личности, она какая-то особенная. И это по работе, и по тройке Земли у нас всегда происходит такой момент, когда мы что-то изучаем, а в последующем мы перекладываем на практику, и это нам приносит деньги. То есть не просто изучение, если мы говорим, или экзамен жизненный, да, но вот все то, что мы узнаем, в последующем будет иметь какой-то финансовый эквивалент. По сути дела, это рост. Кто-то из вас, кто прежде не задумывался о карьерной лестнице, может как раз попробовать строить карьеру или задуматься, какие нужно делать шаги. Лидер – лев, и поэтому сам Бог, говорят, велел. Есть такая фраза. И вот самые ваши лучшие качества, мои дорогие львы и львицы, они могут открыться на этой неделе. Финансы. Шикарно. Вот все то, что я говорила, опять же, карта победителя. Шестерка жезлов. Это сама по себе победа. Это карта успеха. И тоже нам говорят о том, что мы что-то узнаем новое. По этой карте мы не останавливаемся на достигнутом. Вам придется, у вас что-то получится, мы уже говорили с вами. Получится осуществить или какую-то бумагу важную оформить, документ получить. У каждого тут со своими нюансами. Но мы должны удерживать эту победу. Мы должны удерживать этот успех. Добавлять новых знаний, как-то расширять собственный кругозор, так и собственные горизонты возможностей, горизонты знаний, может быть, языки учить. И это все способствует вашей самодостаточности и в конечном итоге победе в каких-то финансовых ваших преобразованиях. И поэтому деньги есть, деньги будут, уже несколько карт говорят, но здесь еще и, как и на этой неделе есть деньги, но как будто преувеличить, приумножить. Возможность какая-то перед вами откроется, кто знает, может быть, обстоятельства еще могут сложиться так, к примеру, на работе, что кто-то может отсутствовать, к примеру, руководитель какой-то, и вам придется вполне вероятно выполнять ту работу. Нам ведь вот говорят, что, как и рыцарь Пентакли, почему он едет еще медленно? А потому что есть что-то неизвестное. И вроде бы я знаю основы, но деталей каких-то я могу не знать. Мне придется их по ходу пьесы изучать. Но для вас это та возможность, которая не должна быть упущена. Начинается с чего-то малого или для кого-то из вас, со случайности, а в последующем будет означать каким-то взлетом по карьере, мои дорогие. Личная жизнь, хотя нам сказали, и правда сказали, четверка огня. Праздник после победы. Это как и сам по себе, безусловно, праздник, это какие-то приятные новости. И если мы говорим на семью, это и в семье какие-то приятные, может быть, сообщения, предложения. Или в целом эта четверка говорит о том, что словно якорь, прочное положение, порядок в вашей семье или в личной жизни, вот как-то так. Но у кого-то это ведь все же мы говорим четверка жезлов. Это вы будете, может быть, тоже где-то отдыхать, стараться. Мы сказали об этом, да, потому что силу нужно восстанавливать. И тогда для кого-то из вас просто место вашего пребывания, это будет местом вашего спокойствия, восстановления сил. Но всячески благоприятная карта, как будто праздник есть. Может быть, какие-то и есть у вас сложности, да, вот как усталость, я сказала, на работе, но есть и добрые вести. Вы приносите их домой, и с вами кто-то разделяет этот праздник. Может быть, как и от ваших детей, для кого это актуально, какие-то добрые новости, и это тоже может быть. Давайте узнаем карту совет для вас. Ты готов, вот конкретно, мои дорогие. Карта просто подтверждает все то, что я уже сказала, как будто и ты готов, и все готово. И какой-то идеальный момент у вас на этой неделе для осуществления
ваших честолюбивых планов. Перекладывайте на себя. Есть и присутствует любовь, и заботливые люди, есть и победа, есть и праздник, есть ли какая-то движуха у вас, мои дорогие, кому это необходимо, и есть какой-то прогресс. Поэтому, ну вот единственное, с Луной все же будьте аккуратны, потому что Луна, она ведь мы можем поддаться где-то настроению и нивелировать те возможности, которые к нам приходят. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.